Я в Казахстане, в окрестностях Павлодара, в населенном пункте Коряковка. Здесь на карте у меня когда-то давно отмечена достопримечательность. Называется она «Столбы на соленом озере». Нельзя проехать мимо и не посмотреть. Поэтому я еду посмотреть. Асфальт закончился. Дальше идет вот такая, вполне себе сносная грунтовка. И идет она, похоже, куда-то вот туда, как раз к озеру. Что это за соленое озеро? Ну, не знаю. Я рискну предположить, что это просто такой вот выход каких-то солей, в том числе, похоже, которые добывают. Потому что вот там, вот, в том конце озера я вижу какую-то установку, которая, похоже, каким-то образом тут ковыряет соль, наверное. Вообще, по идее, должно быть интересно, потому что это вот такие вот соленые озера, они, как правило, еще и имеют интересный цвет воды. Здесь вот, если посмотреть на карте, то вода здесь сверху выглядит оранжевой. Пока я этого не вижу, но интересно, что будет дальше. Местность тут выглядит довольно интересно. То есть, вроде бы это практически степь, но вон там, вон впереди, как вы видите, какой-то лесок есть. И вот здесь, ну, не сказать, что тут какая-то совсем, что называется, выжженная земля и все такое. Растения растут, вон трава, все дела. Здесь дорога расходится. Одна куда-то идет вон туда, а вторая куда-то идет вот сюда. Сейчас я по спутниковым снимкам попытаюсь распознаться. Ну, очень же интересно посмотреть на это все и понять, для чего это и зачем. Вот, например, смотрите, здесь какая-то интересная такая штука, конструкция. Интересность ее заключается в том, что по периметру какие-то камни, то есть это как каменный фундамент, но в то же время вон следы дерева, сруба какого-то, а внутри забиты сваи деревянные. На этих сваях что-то, видимо, лежало. А для чего тогда вот эта вот вся каменно-бетонная штука? Выглядит совершенно непонятно. Здесь вон дальше, смотрите, тоже вон куча свай всяких разных. То есть я могу предположить, что озеро раньше было гораздо больше. И вот эта вся территория здесь тоже была, возможно, затоплена. И поэтому вот здесь вот остались эти сваи. На сваях были какие-нибудь сооружения, что ли. Там вон тоже по той стороне остатки каких-то сооружений. Вон какие-то насыпи, какие-то сваи, бетонные штуки и все такое. Там вон дальше какая-то табличка есть. Табличка вряд ли нам расскажет, что это было. Скорее всего, табличка скажет: вам сюда нельзя, ну-ка быстро покиньте территорию. Но с другой стороны, смотрите, сюда прям очень хорошо наезженная дорога. То есть сюда ездят сотни, если не тысячи автомобилей. То есть место пользуется спросом и популярностью. Если место пользуется спросом и популярностью, сюда ездит много народу, то и нам, конечно, сюда надо. Здесь опять вот все расходится. Но нам нужно доехать, наверное, до щита. Интересно посмотреть, что там написано на щите. Или на щиту. Вот там вот что за установка такая на том конце. Она одновременно похожа на какую-то бурильную, на кран, на что-то еще. Не очень понятно. Так. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции не собираться компании и все прочее. То есть здесь на соленом озере стоит стенд про нераспространение коронавирусной инфекции. Подразумевается, что здесь очень много народу собирается. Тут вот это мне уже, например, перестает нравиться. Можно, получается, тут гавкнуться, в этом песочке зарыться. Но я же аккуратненько, в натяг. И как только машина будет погружаться поглубже, я буду тормозить. В принципе, мы уже приехали. Вон они, впереди, столбы на соленом озере. Причем почему-то, если смотреть по карте, озеро какого-то своего названия не имеет. Просто соленое озеро. Так, что там у нас? Столбы на соленом озере. Населенный пункт называется Коряковка или Коряковка. А озеро как называется? Озеро Коряковское, соответственно. Ну, в общем, сюда, я так понимаю, люди ездят оздоравливаться каким-то образом. Макаются туда, видимо, или ходят по нему как-то еще. Ладно, пойдем посмотрим поближе. Ну и, наверное, надо попытаться вот туда дойти до воды. Слушайте, да, судя по всему, прям очень сильно обмелело озеро в этом году, потому что похоже, что вот это вот все ранее было затоплено. То есть даже, а тут идешь, оно чувствуется, вон, оно все жижа. Прям жижа жидкая, смотрите-ка. Я по всему про этому проехал и даже не обратил внимания, что это все
совершенно мокрое, оно просто пропитано водой. Просто вот совсем-совсем, просто чуть-чуть буквально. И там уже прям вот жидкая жижа и грязь. Блин, надо здесь аккуратно не застрять. То есть где-то вот как раз до, получается, вот этой вот вывески про коронавирус, видимо, здесь все и было когда-то затоплено водой. Вот эти уходят столбы. Явно это был мост. Может быть, не автомобильный, а какой-нибудь железнодорожный. Возможно, какая-нибудь узкоколейка здесь через озеро проходила. Не очень понятно зачем. Ну да, видимо, не в этом-то и вопрос. Похоже, что здесь я до воды не дойду. Потому что все жидкое, и судя по следам животным оставлено, все это проваливаешься в эту вот грязьку. Хотя нет, я вроде иду нормально. Пока. Не проваливаюсь еще. Но, судя по тому, что в каждом углублении вода, соответственно, все опять-таки пропитано водой. То есть здесь какой-то, видимо, выход на поверхность. Хорошо, что пока не проваливаюсь. Но вот судя по тому, что вот по той стороне тоже не подойти к воде. Потому что там выглядит все еще более жиденько. И в ту сторону более жиденько. Вот здесь совсем все жидко, я туда даже идти не хочу. Возможно, получится вот так вот обойти. Конечно, грязь от души прям налипает на кроссовки. Отковыривать я всю эту грязь буду потом долго. Первый раз в жизни я вижу такое вот соленое озеро. Не, ну я, конечно, был на Алаколе, но я так понимаю, что здесь все гораздо солонее. Судя по тому, в каком состоянии вон там, например, столбы. Вся средняя часть покрыта огромными наростами белой соли. То есть здесь соли в воде, видимо, прям совсем-совсем много. Не провалиться бы, а? Вот только бы не провалиться. Сдаваться уже поздно, мне осталось там совсем чуть-чуть. Здесь еще, наверное, обмазываются, наверное, всей этой грязью. И все такое. То есть, возможно, это прям все, ну, очень полезно. Но я в этом ничего не понимаю. Я как турист просто приперся вот на это все посмотреть. Здесь, смотрите-ка. Просто вон одна соль. Прямо вон сверху лежит соль. Вон ее. Ее просто огромные тут залежи. Вот и вся поверхность земли, вся поверхность озера, все соль. Куча воды и куча соли. Вода прям очень соленая. Соль, похоже, именно та самая натрий-хлор, поваренная соль. Обыкновенная, та, которую используем в быту. То есть, видимо, на этом озере когда-то добывали соль, а с помощью вот этих вот столбов по этой дороге эту соль вывозили. Так, теперь мне отсюда... На соленом озере был? Был. Воду потрогал. Теперь отсюда надо уйти. Потому что пока я там стоял, вон, смотрите, ноги постепенно углублялись в эту почву. То есть здесь почва такая, как зыбкий песок. Пока ты по этой почве просто идешь, переставляя ноги довольно быстро, ты не слишком проваливаешься. А стоит остановиться на месте, и ты начинаешь туда потихонечку погружаться. Ну, по крайней мере, это мое такое впечатление. Там вон рядом с машиной тоже все проваливается. Надо еще быстрее добраться до машины, потому что если машина постепенно погружается туда, то хотелось бы уехать до того, как машина застрянет. Ну, в общем, вот. Новый экспириенс. Побывал на прям очень соленом озере. Прям концентрат соли. Населенный пункт Коряковка. Озеро Коряковское. Сколько здесь? Наверное, километров 20 до Павлодара. Наверное, здесь интереснее, когда тепло и когда можно, что называется, хотя бы разуться, побродить по этой соли. Вот такие вот спонтанные, случайные действия, как правило, всегда и бывают наиболее интересные. Счастья, здоровья, любви, терпения. Всего самого доброго. Пока, приходите еще. Озеро Коряковское, столбы на соленом озере, населенный пункт Коряковка, странный дядька, пупырка и вокруг замечательная страна Казахстан.